30 лет тому назад, практически в эти самые дни, все армянские националисты чувствовали себя самыми счастливыми людьми. Ведь 8 мая 1992 года был оккупирован колыбель азербайджанской музыки город Шуша. Это была грандиозная победа для армян, а для азербайджанцев шок и национальный траур. Армянские националисты считали, что это огромный шаг в деле восстановления исторической справедливости, в деле строительства второго армянского государства, в светлое будущее которого все армянские националисты так верили. Считали и верили в этот абсурд, что где живут лица армянской национальности, можно построить и второе, и третье, и четвертое, и пятое, и десятое армянские государства, и так далее. Об этом трубили во всех международных площадках. Мол, официальные лица Республики Армения к этому вопросу никакого отношения не имеют. Это сами карабахские армяне самоопределились. А в самом деле произошло вот что. На 1989 году в Нагорно-Карабахской автономной области проживало 180 089 человек. Из них армяне 145 450 человек. 76,92%, 40 688 человек. 21,52%. Как известно, в конце 80-х армяне, вооружившись, изгнали все азербайджанское население из Нагорно-Карабахской автономной области, и область стала мононациональной, состоящей только из армянской национальности. Воодушевленные этим и воспользуясь слабостью вновь созданной азербайджанской армии, вооруженные формирования Республики Армения район за районом оккупировали 7 прилегающих районов к уже ликвидированной Нагорно-Карабахской автономной области, в том числе город Шуша. Изгнав всех азербайджанцев, самоопределились и объявили о создании Нагорно-Карабахской республики, а позже Арцахская республика. В результате всего этого, по некоторым подсчетам, за национальному принадлежности были изгнаны из Армении 169 700 и 3600 курдов, из Азербайджана, кроме зоны Карабахского конфликта, 1200 азербайджанцев, из бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и бывшего Шаумяновского района 42 800 азербайджанцев, из 7 прилегающих районов к уже ликвидированной Нагорно-Карабахской автономной области 361 200 азербайджанцев и 2400 курдов, всего 574 900 азербайджанцев и 6000 курдов. Итого 580 900 человек стали беженцами из-за того, что не принадлежали к армянской национальности. В ходе оккупации вооруженными силами Республики Армения азербайджанских земель с апреля по ноябрь 1993 года Советом Безопасности ООН были приняты 4 резолюции по Нагорно-Карабахскому конфликту, которые не выполнялись Арменией. Резолюция Совета Безопасности ООН 822 от 30 апреля 1993 года требовала в том числе немедленного вывода всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана. Резолюция Совета Безопасности ООН 853 от 29 июля 1993 года требовала в том числе полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил из Агдамского района и всех других, недавно оккупированных районов Азербайджана. Резолюция Совета Безопасности ООН 874 от 14 октября 1993 года призывала заинтересованные стороны сделать эффективным и постоянным прекращение огня. Резолюция Совета Безопасности ООН 884 от 12 ноября 1993 года в том числе осуждала оккупацию Зангеланского района и города Городиза Азербайджанской республики. Армянская сторона в течение 30 лет, несмотря на переговоры не выполнила ни одну резолюцию Совета Безопасности ООН. Мало того, лже-президент ЛЖКР некий Бако Саакян 8 марта 2011 года, выступая с речью в Париже на конференции «17 лет»,
после установления перемирия 1994 года, чего достиг Нагорный Карабах сегодня. Организованный во Французском институте международных отношений и стратегических исследований, подчеркнул, что руководство НКР является сторонником решения всех имеющихся с Азербайджаном вопросов исключительно мирными методами и путем непосредственного диалога, при этом отметив, что это вовсе не означает, что НКР не готова или же не в состоянии в случае необходимости защитить свою независимость и безопасность. Не может быть и речи даже о незначительном ослаблении независимости и безопасности НКР, которые для народа НКР являются исключительными ценностями, не подлежащими торгу. 27 сентября 2020 года после провокации армян активизировались военные действия на линии соприкосновения, ставшие самыми масштабными и кровопролитными с 1994 года. В Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане было объявлено военное положение и частичная мобилизация. В ходе боев под контроль вооруженные силы Азербайджанской республики разгромила армянскую армию и освободила от армянских оккупантов территории Джебраильского, Физулинского, Зангеланского, Кубатлинского, а также часть Хаджавенского, Хаджалинского и Шушинского районов, в том числе поселок Гадрут и стратегически важный город Шуша. Также Азербайджан взял под контроль всю Азербайджано-иранскую границу. На северном участке азербайджанская армия также взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. Армения по итогам соглашения вернула Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Агдамским и Лачинским районами, кроме Лачинского коридора шириной 5 километров, который перешел под контроль российских миротворцев. Недавно в освобожденном городе Шуша проводился 5-й международный фольклорный фестиваль «Хары-Бюльбюль». Заметим, что международный фольклорный фестиваль «Хары-Бюльбюль» проводится с 1989 года, но понятно, что Азербайджан этот фестиваль мог назвать как угодно. Важнее его суть, а она проста и очевидна. Праздник победителя, праздник справедливости на своих освобожденных землях. Взглянув на армянские СМИ, и мне просто по-человечески хочется понять, как спится сейчас всем армянским националистам, виновным в этом поражении, потере Шуши. В первую очередь премьер, министру Николу Пашиняну, ведь он же восклицал «Арцах. Это Армения. И точка». А потом подписал акт о капитуляции. Роберт Кочаряну, Серж Сарксяну, Сиран Аганяну, Артур Ваницану. Всем этим националистам не спится. Во снах всем им снится президент Алиев в Шуше. Все грехи, с каким трудностями пришлось сталкиваться простым армянам и азербайджанцам в течение 30 лет, на их совести. Да, мы живем в эпоху правления политической серости. Такой этап был в истории самых разных стран мира, даже империй. Но у нас он чересчур затянулся. В отличие от Роберта Кочаряна, Серж Сарксяна, Сирана Аганяна, Артур Ваницану Никол спит спокойно, даже несмотря на акции протеста оппозиции, на крики «предатель», которые он слышит, приезжая в разные уголки страны и мира. Думается, еще не спится Анне Акопян. Ведь она приглашала Мехрибан Алиеву в Шушу, чтобы пить чай и послушать Мугам. И еще грозилась, если новая война, новые территории. Хочу пригласить ее в Карабах. Она может быть нашей гостьей. Мы знаем, как принимать гостей. Мы можем обеспечить Мугам. Она может послушать, выпить чаю. Но если Мехрибан Алиева под желанием послушать Мугам в Карабахе подразумевает войну, то заверяю, что эта мечта останется неисполнимой. Если они начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать Мугам станет мечтой. Мехрибан Алиева сейчас в Шуше, и чай пьет, и Мугам слушает, и радуется жизни. Она и ее муж чувствуют себя победителями. А как и кем чувствует себя Анна Акопян? Нет ее постов в социальной сети на сей счет, молчит она в тряпочку. А приспешники и нынешней, и бывшей властей пытаются оправдаться за все. За войну, которую их лидеры спровоцировали национализмом и популизмом.
За поражение, за подписание трехстороннего заявления, то есть акта о капитуляции. Они отчаянно ищут виновных где угодно, но только не в самих себе. И мы видим плоды этих действий. Новость армянских СМИ о том, что азербайджанцы 12 мая 2021 года проникли на территорию Республики Армения, вторгшись на участке Сотк. Хазнавар, не должна удивлять, как ни парадоксально прозвучит эта фраза. Как и фраза о том, что на участке Сотк. Верхняя Шоржа, азербайджанские вооруженные силы продвинулись как минимум на 16 позиций, захватив здесь 4100 гектаров территории Армении. Это не территория Армении, азербайджанская армия освобождает свои земли. Еще надо заметить, что до 1990 года, то есть до оккупации армянами в Шуше, жило около 30 тысяч населения, а после оккупации каких-то 3000. Армяне не могли ужиться в Шуше, не могли заселить Шушу. Святой город их не принял. В течение 30 лет, когда Шуша находился под армянской оккупацией, ничего не строилось, ничего не ремонтировалось, ничего не реконструировалось. Армяне ни один камень на другую не ставили. Разрушали, разбирали, сжигали, что возможно, продавали, увозили. Город был мертвым. Шуша была город-призрак, потому что Шуша никогда не был армянским городом. Теперь, когда Шуша освободился из плена, и когда вернулись настоящие хозяева в Шушу, город возрождается как феникс из пепла. В Шуше и вокруг нее полным ходом идут ремонтные работы, везде строятся новые дома, отели, дороги, административные здания, малые гидроэлектростанции, проводятся водопроводные линии, линии электропередачи, газоснабжения, телефон, интернет, кабелирование, мобильная связь и так далее. Армяне не могли ужиться в Шуше, не могли заселить Шушу. Святой город их не принял и вернулся к своему хозяину. Думается, армяне должны просить прощения у Шуши за то, что обидели Шушу, почти 30 лет держали в тюрьме в плену. Прости армян, Шуша.